Как я быстро за 10 дней убрала живот без всяких физических упражнений. Всем привет! Вы на канале Лейсан, где я рассказываю и показываю, как похудела на 5 килограмм за месяц вкусно и без чувства голода, и с удовольствием продолжаю худеть на кето-питании. Подписывайтесь на канал и будем худеть вместе. Как чудесный кето сжигает жир на животе. Все просто. Снижением потребления углеводов снижает уровень инсулина. На диете с высоким содержанием углеводов инсулин подавляет сжигание жира, но более низкий уровень сахара в крови и уровень инсулина на кето-диете облегчает сжигание накопленного жира. В некоторых случаях кетоадаптированные люди могут сжигать почти в 10 раз больше жира, чем другие. А как я легко и быстро отказалась от сахара, рассказывала в предыдущем видео. Если интересно, ссылка в описании под этим видео. При отсутствии углеводов кето заставляет ваше тело сжигать жир в качестве топлива как во время тренировок, так и в состоянии покоя. И это огромный плюс кето-диеты. На других диетах, например, сжигание жира происходит в основном во время голодания, включая сон и физических упражнений. Но с помощью кето вы сможете сжигать жир 24/7. Кетоны, образующиеся в состоянии кетоза, естественным образом уменьшают голод и тягу к еде, создавая легкий дефицит калорий. Результат – стабильная и продолжительная потеря веса без подсчета калорий. Что такое кетогенная диета и как она работает при похудении? Кетогенная диета, то есть кето-диета по-другому называется, это низкоуглеводная диета. Особенностью этой диеты является использование организмом в качестве энергии кетонов. Организм начинает использовать кетоны, когда увеличится потребление жирных продуктов и уменьшится поступление углеводных. Естественно, это говорит о том, что у этой диеты существуют определенные преимущества. Как уже говорила, это потеря веса, которая связана с использованием в качестве энергии жиров, повышение работоспособности, контроль чувства голода, потому что жирная пища является более калорийной и вкусной, кстати. Также улучшение состояния кожи, заметное улучшение настроения, возникновение чувства легкости. Какие продукты можно есть, чтобы убрать живот? Необходимо тщательно составлять список продуктов, которые нужно употреблять при кетогенной диете. Необходимо учитывать тот факт, что при ограничении углеводов организм быстрее перейдет в состояние кетоза. Естественно, нужно ограничивать углеводы, употребляя больше продуктов с высоким содержанием жиров и белков, например, овощи, орехи, молочные продукты, рыбу. Необходимо ограничить потребление таких углеводов, как пшеница, то есть это хлеб, батон, макароны, крупы, крахмал, это картофель, фасоль, бобовые. Также с осторожностью следует употреблять ягоды, тем более фрукты. При кетогенной диете также нельзя есть зерновые, это пшеница, кукуруза, рис, овсяная, перловая, манна и другие крупы. Я об этом говорила уже. Сахар, это мед, кленовый сироп, агава. Из фруктов нельзя яблоки, бананы, груши, мандарин, виноград, апельсин, инжир, хурма. Надо смотреть, сколько на 100 грамм идет углеводов. Обычно я ем различные виды мяса. Это рыбу, говядину, баранину, птицу. Зелень очень люблю. Это шпинат, капусту, укроп, петрушку, рукколу, салат. Также молочные продукты с высоким содержанием жира, только обязательно. Это твердые сыры, обожаю их, жирные сливки, сливочное масло, жирную сметану, жирный творог, иногда жирный кефир также могу себе позволить. Растительные жиры – это масло кокосовое, оливковые, льняное, подсолнечные. Но подсолнечные я ем редко, в основном оливковые или кокосовые. Просто надо запомнить, что кетогенная диета – это диета с высоким содержанием жира, умеренным количеством белка и очень низким содержанием углеводов. Относительное соотношение белков, жиров и углеводов при такой диете должно составлять 25% – это белки, 70% жиры и 5% всего углевода. Белок нужно потреблять в необходимом количестве, дополняя тем самым калорийность, полученную из жиров в течение дня. Как начинать кетогенную диету? Для начала следует подготовить организм. Примерно за месяц до начала диеты рекомендуется снижать потребление углеводов в пищу. Также следует ограничить потребление сладких и мучных изделий. То есть не так резко все убрать. Как войти в кетоз? Прежде всего, это ограничить потребление углеводов. Во-вторых, ограничить потребление белков, так как его избыток может привести к снижению кетоза.
Пить больше воды. Вода помогает активировать метаболические процессы в организме и запускает выведение токсинов. Отказ от перекусов – это тоже очень важно. Это ограничит колебания количества инсулина в течение дня и ускорит процесс потери веса. Например, я ем 2 раза в день, и мне этого достаточно, потому что кето-диета отлично работает с интервальным голоданием. У меня нет чувства голода, так как еда очень калорийная. Спорт. Активная физическая нагрузка вместе с диетой поможет гораздо быстрее достичь желаемого результата. Но не буду скрывать, лично я спортом пока не занимаюсь. Не люблю спорт, нет у меня пока такого желания. Дальше, конечно же, видно будет. Как понять, в кетозе организм или нет? Существует несколько признаков, которые говорят о начале состояния кетоза. Это частое мочеиспускание, сухость во рту. Частое мочеиспускание ведет к сухости во рту и усилению жажды. Я пью очень много воды, поэтому не потому что так надо, а потому что мне хочется пить. Снижение чувства голода и увеличение энергии. Если у вас появятся такие признаки, значит вы на верном пути. Попробуйте, результат не заставит себя долго ждать. Пишите в комментариях, как худеете вы, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео было полезным. До скорой встречи, пока!